Привет, я доктор Берг. Давайте обсудим, как избавиться от опухлости глаз и мешков под глазами. Во-первых, должен сказать, что дольки огурца помогут вам ненадолго, как и кремы и прочее. Проблема тут во внутренних органах, прежде всего в почках. Человек идет по другой стороне улицы. Я вижу его опухшие глаза и понимаю, ага, проблема с почками. Проблемам с почками всегда сопутствуют проблемы с печенью. Эти органы страдают почти одновременно. При очень больных почках не бывает здоровой печени. Они работают сообща. Почки выводят токсины. Через них проходит вся кровь в теле. Это как масляный фильтр, только для крови. Рассмотрим, что происходит с почками. Во-первых, вы, возможно, едите слишком много приготовленного белка. Слишком много белка. Допустим, за ужином вы набрали себе просто огромную тарелку куриных крылышек или куриного филе. А вот овощей у вас нет совсем. Нечего противопоставить курице. Вы просто съедаете очень много белка. В итоге образуются кристаллы мочевой кислоты и множество отходов, ведь организм может переработать лишь ограниченное количество белка. Все, что сверх этого, только лишняя нагрузка на печень и почки. Так что избыток белка сильно вредит почкам. Нам нужно всего 85-170 грамм белка. Огромные количества нам не нужны. Итак, избыток белка и слишком мало овощей. Люди, у которых мешки под глазами и больные почки, обычно не едят овощей. Совсем не едят. Если у вас такие проблемы, начинайте есть овощи. Ведь это также имеет отношение к уровню калия в организме. В теле должно быть определенное соотношение калия и натрия, они работают сообща. Задержка жидкости обычно говорит об избытке натрия. Когда в организме нормальный уровень калия, этого достаточно, чтобы вывести натрий и жидкость. Калия нам нужно в 4 раза больше, чем натрия. А у многих людей все наоборот. У них натрия в 4 раза больше, чем калия. Они словно бочки с жидкостью. Это видно по их щиколоткам, там всегда отеки. Но ситуация на самом деле... Калия больше всего содержится в овощах, а употребляя белок, достаточно калия вы не получите. Давайте рассмотрим алкоголь. Алкоголь совсем не щадит ваши почки. Он не щадит печень, мешки на его совести. Многие думают, что регулярно употреблять спиртное — это нормально. Выпивают 1-2 бутылки вина и думают, что все в порядке. Но вот вопрос. Можете ли вы перестать пить? Если нет, вероятно, у вас зависимость. Идем дальше. Проблемы может вызвать глутамат натрия. Это усилитель вкуса. В китайских ресторанах любят всюду его добавлять. Его прячут под названием «модифицированный пищевой крахмал». Там очень много натрия, а соленый вкус не чувствуется. После такого обеда вам страшно захочется пить, и жидкость просто будет вас переполнять. Это усилитель вкуса, удерживающий жидкость в теле. А еще от него подскакивает инсулин. Дальше обычный сахар и нездоровая еда. Они вредят почкам. Нам нужно 4700 грамм калия. Это от 7 до 10 стаканов овощей. Часто говорят, мне не надо много калия, потому что от этого вроде могут пострадать почки. Сейчас я расскажу вам правду о почках. Если вы не на гемодиализе, если ваши почки еще не дошли до последней стадии почечной недостаточности, вы можете смело употреблять калий. На самом деле доказано, что калий защищает почки. Калий не вредит почкам. Калий необходим для их защиты. Только когда почки слишком больны и не могут перерабатывать калий, он не выводится из организма и начинает накапливаться. Да, вам нужно очень много калия, но он каждый день выводится из организма. Если почки не справляются, калия становится слишком много, а это опасно для сердца. Но повторюсь, если вы на гемодиализе, вам нельзя принимать калий. Но вот что круто, вам даже не нужно принимать добавки. Вы все получите из овощей, и это более безопасный способ. Еще одной причиной проблем с почками может стать увеличение простаты. Происходит вот что. Когда простата увеличивается, она давит снизу на мочевой пузырь. И теперь в мочевом пузыре может поместиться меньше мочи, чем раньше. В результате моча возвращается обратно в мочеточники и движется по направлению к почкам. Что происходит в результате? Почки не могут фильтровать мочу.
моча возвращается в почки. Те увеличиваются в размерах. Так что увеличение простаты тоже может сильно нарушить работу почек. У меня был один пациент, я провел только одну простую акупрессуру. С этими точками можно работать, используя массажер. С ними можно работать. Что интересно, эта область может казаться очень напряженной и болезненной. Не давите сильно, не останавливайтесь. Многие мои пациенты так делали, а потом внезапно избавлялись от всей лишней жидкости в организме. Просто невероятно. Но это к слову. Так, проблемы с почками обсудили. Второй номер у нас — сахар в крови. Обычно, если у человека гипогликемия, инсулинорезистентность или диабет, у него будут опухшие глаза. Это из-за того, что там, где сахар, там будет и вода. Поэтому будет много отеков, опухают лодыжки, отекают руки, появляются мешки под глазами. Если у вас проблемы с сахаром в крови, съедайте 85-170 грамм белка на прием пищи. Не слишком много, но и не отказывайтесь от белка совсем. Он нужен. 7 стаканов овощей — это не так сложно, верно? Может, нужно больше, но для начала хватит. Это поможет нормализовать уровень сахара в крови и инсулин. А еще нужно немного полезного жира, чтобы не перекусывать между приемами пищи. Внизу будет несколько ссылок на случай, если это ваше первое видео, и вы не знаете, как нормализовать уровень сахара в крови. Это одна из причин. Вернемся к почкам. Они работают хорошо, если в рационе много овощей и немного белка. Кстати, один из продуктов, полезных для почек, — это фасоль. Забавное совпадение. Фасолина похожа на почку. Ну хорошо, используйте то, что я рассказал. Огромное спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.